Всем привет, вы на канале Дифи, и хотел бы вас поздравить с замечательным праздником Хэллоуин, так как у нас сегодня 31 октября. Всех вас еще раз с праздничком. Поставьте этому ролику огромный палец вверх, подпишитесь на канал, ссылка на все соцсети есть, как всегда, в описании под этим роликом. Ну и у меня есть для вас аж 3 новости. Начну с первой. Как вы заметили, большинство блогеров начало возвращаться в УГ. А что это для вас значит? Это значит, что будет гораздо большее количество контента, который вы сможете посмотреть. Напрямую с этим, с возвращением блогеров, связана моя вторая новость. Благодаря тому, что большинство блогеров решило вернуться в УГ, появится небольшая конкуренция на платформе YouTube. И вы скажете, ну и что конкуренция? Конкуренция у вас между блогерами, в принципе, оно так и есть. Но большинство блогеров будут стараться делать свой контент лучше, чтобы завлечь ваше внимание к своим роликам. Так что это хорошая новость, как и для меня, так и для вас, так как мы между собой будем продвигать игру в топ, а для вас будет улучшаться качество видеороликов. И я не думаю, что это не может вас не обрадовать. В принципе, для меня это тоже позитивная новость. Я очень рад. И у меня есть еще третья для вас новость. Она чуть-чуть, так скажем, политическая. Так что, если вы не хотите это слушать, можете чуть-чуть промотать видеоролик вперед. А новость таки связана с тем, что Россия бомбардирует территорию Украины и зачастую целится в объекты энергетики. И вы спросите, ну и зачем нам эта информация? Я, в общем, хотел сказать, что сейчас в большинстве городов Украины происходит то, что пропадает свет. И я хотел бы сказать, что вы не огорчайтесь, я постараюсь прилаживать максимально усилий, чтобы ролики выходили по графику. Ну и давайте тогда уже начинать ролик. Наш ролик связан с обзором на мой аккаунт на состояние в октябре. И первая тачка, которая нас встречает, это BMW M5 2013 года в L-кастоме на 3200 лошадиных сил. Все характеристики у вас перед глазами, но это не будет так просто, что мы просто посмотрим на автомобили и все. Я вам покажу, как они прокачаны под чертежам, покажу полностью всю настройку на каждый автомобиль, который у меня есть на моем аккаунте, который плюс-минус как-то вкачан. И вот на примере Бэхи показываю. Я вот так буду аккуратненько заходить и показывать вам все настройки. Я думаю, многие обрадуются данному факту. Да и в принципе поговорим про аккаунт, про его дальнейшую судьбу. Те, кто уже знает, что началась вторая фаза на моем аккаунте, ждите, совсем скоро будет новый проект. Уже на этой неделе, я думаю, выпущу первый проект из новой второй фазы. Так что ждите, все настройки на Бэху я уже вам показал, озвучивать не буду детально. Вы можете вернуться и поставить на паузу и узнать нужные вам характеристики настроек. Также еще хочу сказать, что все тачки настроены лично мной, и если это не прям топ настройка, но она, по крайней мере, едет хорошо. Следующая тачка это Lamborghini Diablo. Хотел сделать с ней какой-то проект, но пока отложил в долгий ящик. У меня на аккаунте есть еще, как вы знаете, Lanos. Да, Lanos в D-кастоме на 1060 лошадиных сил. Он, я как знаю, не настроен. Но, в принципе, настройки могу вам показать. На Lanos я сейчас не езжу, перепаковывать или продавать его не планирую. Да, его нужно качать по чертежам, так как по чертежам тут прям беда. И я уже выставил себе план, какую тачку за какой я буду прокачивать по чертежам. Пока план прокачать все тачки в оранжевые чертежи, а уже после буду качать в красные. Ну и давайте тогда покажу, что тут не так. В принципе, почему лошадок стало меньше. Все связано с тем, что надо поменять две турбинки, и тогда лошадиных сил будет больше, нежели было до этого. До этого было около 1400, сейчас 1000. И это еще связано с тем, что у нас не настроена регулировка наддува. Сейчас мы это с вами аккуратненько поправим. Вот такие настройки, в принципе, все вам показываю. Вы можете, повторюсь же, поставить на паузу и узнать нужную вам настройку. Так как озвучивать каждое я не вижу смысла, так как на аккаунте немало машин. Если я буду на каждой останавливаться, то получится так, что ролик растянется на час, а может и 2. Я думаю, если бы час вы еще и вытерпели, то 2 часа мой голос бы уже не потянул. Ну а я пока настраиваю наддув, и первая пружинка со 100% нам не подошла, но вот с 90% нам вполне подходит. Так что сохраняем, и сейчас мы увидим прибавку лошадиных сил. Я думаю, сил 200 прибавится, может и больше. Да, прибавилось даже 400 с чем-то лошадок.
Ну и получается, Ланос теперь у нас на 1500 лошадок. Да, когда-то турбинки поменяю, пока не горю таким желанием что-то с ним делать, так как пока что данный автомобиль не использую. Возможно, когда буду катать турниры, буду использовать. Есть еще обычный стоковый Ланос, про него нечего говорить. Есть контрактный Делориан. Возможно, когда-то в будущем с этим автомобилем буду делать какой-то проект. Скорее всего, свап, но пока не буду ничего говорить про него. А вот про вот эту М3 совсем недавно вышел на моем канале ролик, так что вы можете перейти и посмотреть. Сейчас это М3 на 1900 лошадок в H уличном с мотором от ЛФА на регионе, это вроде бы Полтавский регион. И тачка сама по себе мне очень нравится, и я ее в первую очередь буду прокачивать чертежами, то есть приоритет пока стоит в прокачке данного автомобиля, и как только я прокачаю данную М-ку, буду уже чертежами качать какой-то другой автомобиль, так как М-ка вообще по чертежам не вкачана, а сам автомобиль мне очень импонирует, очень нравится. Да, пока что все-таки М5 мне больше нравится, на втором месте, скорее всего, данная М3, а уже на третьем X5, к которому мы еще дойдем. Вот такие характеристики у нашей М3 Е46, в ролике я не показал все настройки, да, я тут немножко что-то поменял, подкрутил, и тачка едет довольно-таки неплохо, вот так она настроена, и в принципе вы можете поставить данные настройки на свой автомобиль в H уличном, не обязательно с кузовом от данной Бэхи. Просто будет отличаться у вас подвеска, а в принципе все остальные характеристики будут такими же. Так, греем резину, я хочу еще раз показать вам, как едет данный автомобиль на таких настройках. Прогрел резину идеально, если честно, я еще не научился полностью переключаться на данном автомобиле, но в принципе где-то на 180 я переключаюсь на вторую передачу, и уже каждая следующая передача на 9000 оборотах. И результат у нас на финише 10 секунд 40 сотых. Напомню, автомобиль не прокачан по чертежам. Он имеет всего лишь 1900 лошадок. Да, это немало, я так как будто бы сказал, что 1900 всего лишь. Нет, вот 1900 это уже много, но все же результат хороший, я считаю. И мы двигаемся дальше, и дальше нас встречает тоже проект, который я создал в этом месяце. Это BMW M5 в кузове E60 на 1800 сил с мотором от Mercedes, N уличный. В принципе, тачка вкачана по деталям, по чертежам она не вкачана, автомобилем я не пользуюсь, свапать или перепаковывать не планирую, кузов мне очень нравится, просто нету времени и ресурсов заняться этим автомобилем, но пока что отложу ее, а уже после, когда сделаю, допустим, М3, буду качать данный автомобиль чертежами и, возможно, даже когда-то поучаствую в турнире. У меня есть еще одна гениальная задумка, какой ролик для вас можно снять, и я обязательно его сниму, не буду спойлерить, просто скажу, что ролик будет довольно интересный, связан он будет с турнирами. Как видите, тачка по чертежам не вкачана, и скорее всего она не настроена. Я уже не помню, настраивал данный автомобиль или нет, но смотрим. Чип настроен, ну точнее угол опережения зажигания, коробка не настроена, подвеска. Уверен, что она не поедет на данной подвеске. Вот с давлением в шинах я согласен. Диностенд норм. Ну и ясное дело, что регулировку надува настроить было не тяжело. И могу сказать, что тачка наполовину настроена и по чертежам вообще не вкачана. Будет ждать своего череда после М3, как я и сказал. И вот я думаю, когда я уже ее настрою, прокачаю чертежами, я вам в каком-то из роликов покажу, как автомобиль поедет. Пока не хочу делать никаких тестовых заездов. Ну идем к следующей тачке. Следующий автомобиль это у нас ЗАЗ 968. Хочу с него, как всегда, снять кузов, точнее убрать мотор и сделать новый свап. Но для этого надо 3000 коронок, у меня всего лишь 1000. Буду стараться попадать в топы, чтобы получать эти коронки. И когда-то, возможно, возьмем с данного ЗАЗика кузов и сделаем какой-то топовый проект. Ну или же я куплю ЗАЗ на рынке, хотя его сейчас нету. Также на аккаунте я имею автомобиль из контракта, это Rolls-Royce Wraith. Он в полном стоке, если не брать винил в наш подсчет. В принципе, что скажу, автомобиль мне чем-то нравится, чем-то не нравится. Пока никаких проектов с данным автомобилем я не планирую, и будет он у меня храниться в гараже как раритет, так как я пытаюсь забирать каждую тачку из каждого контракта. Следующий автомобиль это тот автомобиль, которым я пользуюсь повседневно, это Peugeot 406
такси на 3790 лошадиных сил. Эта тачка полноприводная, все характеристики, я думаю, вы знаете уже. По чертежам автомобиля лучше всего прокачан на моем аккаунте. Да, тут большинство чертежей оранжевые, уже есть и красные чертежи, так что тачка будет фулиться прям до топа, и я ее буду настраивать. И пока это будет моим топом среди аккаунта именно по лошадкам, по скорости, по настройке, так как настройки на этой тачке вообще имбовые. Выигрываю турниры, иногда заезжаю в топ, катаю боссов на этой тачке. То есть она пока что такая фаворитная, но нелюбимая. Да, автомобиль сам по себе кузов мне тоже импонирует, но все-таки М5 13 года, М3, X5, вот это Forever, а вот это вот просто неплохой автомобиль, который тоже импонирует мне. По Peugeot больше не могу ничего сказать, просто автомобиль как автомобиль, красивый, быстрый, настроенный. На аккаунте он остается 100%, перепаковывать не планирую. И двигаемся дальше. Вот, дальше нас встречает роторная тачка, это Mazda RX-7 на 1700 лошадок. Я помню, что вы сказали поменять винил, я поменяю винил, как только на iOS выйдет обнова с новыми обвесами, которые добавят к этой тачке, к GTR, и если я не ошибаюсь, к AE86, да? Ну, вроде бы да. К этим тачкам должны добавить новые обвесы, и вот тут будет довольно четкий обвес, который я обязательно поставлю, уже тогда буду подбирать винил, а возможно и сам его нарисую. Что скажу по тачке? Автомобилем я не пользуюсь, по чертежам он также само не вкачан. Как вы заметили в своих роликах по прокачке, я прокачиваю чисто деталями, так как чертежей вечно не хватает, они куда-то деваются столько автомобилей, что надо бы либо остановиться и качать каждую тачку чертежами, либо же, как я, штамповать новые проекты. Тачка, в принципе, плюс-минус настроена, и я на ней пару раз таки катал. Не буду говорить, что я на ней еще ни разу не ездил. Нет, я ездил после ролика на ней пару раз. Но, в принципе, автомобиль как автомобиль, ничего особенного в нем не вижу. Я не фанат таких тачек. Просто есть и пусть будет дальше на моем аккаунте. На перепаковку данную тачку не буду отправлять, продавать тоже не планирую. Я думаю, вы заметили, что на моем аккаунте пропала Audi Quattro 80 и еще пропала VFTS. Но, в принципе, не жалеем, я создал уже 3 или 4 новых проекта. И вот еще тоже новая тачка на моем аккаунте, это Cadillac. Это та тачка из контракта Охота на лизуна. На платформе iOS мне она больше нравится, нежели на платформе Android. Я и там играю. Тут более четкие проблесковые маячки. И, в принципе, тачка создана как бонус к PDD, в принципе, игрокам она тоже зашла, и, возможно, даже в будущем буду делать с ней какой-то проект. Также на аккаунте я имею ранее упомянутый X5 в кузове E70, тачка легенда, она имеет сейчас 945 лошадиных сил, в топ я на ней еще не заезжал ни разу, ну, заезжал, но это было давно, а вот в последние 2 месяца в топ я на ней не заезжал, в турнирах не катал. Тачка неплохо вкачана по чертежам, все детали стоят топовые, и в будущем я планирую либо докачать ее полностью в full, либо найти ей замену, но сам автомобиль будет в моем гараже, так как М-класс это такой тоже необычный класс, и я планирую в М-классе задержаться надолго, и пока что в этом классе мне помогает X5, возможно в будущем это будет какой-то другой автомобиль. Но, в принципе, по тачке что могу сказать? Сейчас его уже можно купить в эксклюзивном автосалоне, так что, кто хотел, welcome. Я думаю, многие купят данный автомобиль. И идем дальше. Следующая тачка это РПД. Да, я говорю, что с РПД хочу сделать какой-то проект, желательно свапнуть ее в R уличный. Но так как у меня появилась Mazda RX-7, я не вижу смысла сейчас трогать данный автомобиль. Пока что пусть будет в гараже, возможно продам этот кузов, так как его на рынке всегда можно купить. И думаю, больше ничего не буду говорить по этой тачке, двигаемся дальше. Дальше, я думаю, многие знают, что это за автомобиль. Это копейка в уличном на 1990 лошадиных сил. Тачка сама по себе мне очень нравится, особенно с таким винилом, все, короче, в ней сочетается.
Автомобиль едет неплохо, да, на нем я ездил только один раз в турнире, и сегодня тоже буду катать турнир, так как сегодня понедельник и у нас есть турнир уличный. По чертежам она неплохо вкачана, она настроена полностью, так что все настройки можете себе ставить на автомобиль в уличном, а коробку можете ставить и на сток, и на кастом. Она для класса была разработана, данная коробка, данная комбинация. В принципе, все настройки показал, и я думаю, можно двигаться дальше. Также постараюсь в этом ролике сделать тайм-кода, надо было это, наверное, в начале ролика сказать. И все тайм-кода у вас будут, и вы можете в любой момент найти нужный вам автомобиль и посмотреть настройки. Также еще имею на аккаунте Hyundai Solaris на 1470 лошадок. Автомобиль мне очень нравится, у меня в игре был не один Solaris, ни на одном аккаунте, короче, было полно их. Тачка неплохо прокачана по чертежам, продавать, перепаковывать не буду. Хотел бы сделать заезд на время, так как на автомобиле уже месяца 2 не ездил. Хочется посмотреть, как он едет. Раньше тачка была настроена, скорее всего, сейчас надо будет что-то крутить. Давайте разогреем резину и попробуем стартануть. Первая передача, ой-ой-ой, чуть небольшая запинка, дальше вроде бы нормально едет. Походу надо крутить чуть коробку или играться с давлением в шинах, еще не знаю, разберусь после ролика. Наверное, на Solaris тогда настройку не буду вам показывать, так как видите, он не особо поехал. И зачем вам показывать те настройки, на которых автомобиль даже плохо едет, не то что в топ, не то что на турнир, а вообще плохо едет. Так что на Solaris отбой по настройкам. Я думаю, все про Solaris уже сказал. Цвет автомобиля белый, так как белый Солярису подходит больше всего. Не желтый, как вы можете сказать, как у такси, а вот обычный белый. Также еще на аккаунте есть миник. Миник я буду свапать, я решил все-таки в G-Custom. По минику выйдет ролик, и там все расскажу. По данной Ниве ничего не буду говорить, чисто для испытаний. Е34 просто купил себе в коллекцию. GTR пока просто будет стоять, так как я думал делать с ним стейдж, но стейдж я буду делать с Audi A8, так что GTR пока стоит, ждет своего времени. Также имею Феру, Ferrari F40, но я с ней ничего делать не планирую, пусть просто будет на аккаунте. И в принципе я вам показал все настройки, все автомобили, но на этом ролик не закончится. Также хотел бы вам показать инвентарь, количество валют и много чего другое, так что остаемся и дальше смотрим. Вот такое у меня количество сейчас валюты. По инвентарю, ну, немного, если честно, в инвентаре на 160 тысяч монет и до 1000 баксов дотягивает ценник. Что еще есть тут? Пару ящичков, ну да, инвентарь у меня не особо, хотя аккаунт в принципе норм. По свапу у меня есть тут один интересный движок, в комментах напишите догадки, для какой тачки этот движок у меня куплен. По ресурсам тоже не густо, в разном аж на 1500 монет у меня есть деталей. Короче, инвентарь вам показал, количество валюты показал. Что я еще хотел вам показать? Ну, многие спрашивают, сколько стоит там такой автомобиль, если он так-то прокачан. Просто вам сейчас бегом пролистаю все автомобили, вот их цена у скупщика. Вы можете на любом поставить ролик на паузу и узнать его цену. Каждую тачку отдельно озвучивать не буду, скажу лишь то, что контрактные автомобили и автомобили с турнирного автосалона в стоке, они дорого не стоят. Что еще хотел бы вам показать? Многие спрашивали, какие у тебя есть винилы в покраске. Ну, винилов у меня полно, многие винилы я брал для роликов разные, короче, есть, я вам быстро ускорю этот момент. Сейчас я, кстати, начал скупать элитные винилы, или те винилы, которые в будущем могут выстрелить. Зачем я это делаю, не знаю, но пока я хочу собрать коллекцию винилов для различных автомобилей, не обязательно для тех автомобилей, которые у меня есть на аккаунте. И я думаю, в будущем оно как-то выгорит, выстрелит, так как с рынком винилов разработчики хотят что-то сделать, что мне неизвестно. Но в будущем, я думаю, мы это с вами узнаем. В принципе, показал вам весь свой автопарк, цены у скупщика, каждую настройку каждому автомобилю практически. Показал вам свои винилы, рассказал все, что только мог. И я думаю, это заслуживает лайка, так как я очень сильно постарался. Всю информацию, тоже важную и неважную, рассказал в начале и в середине ролика. Я надеюсь, ролик вам понравился, так что, кто не подписан, подпишитесь, можете поделиться этим роликом с друзьями. Ссылка на соцсети тоже в описании под этим роликом. Также в ТГ создал группу, в которой мы можем с вами пообщаться, как я и обещал, так что переходите в телеграм-канал.
переходите в группу и задавайте свои вопросы, я обязательно постараюсь на них ответить. Конечно, не обижайтесь, если я вам отвечу чуть позже, но в принципе все сказал, с вами был Дифи, пока-пока.